Всем привет, меня зовут Даша, к слову, да, я здесь за кадром. Всем привет, друзья, еще раз и добро пожаловать на мой канал. Это канал о вязании. Сегодня у нас с вами будет полезное видео, это будет мастер-класс по вязанию ажурного узора. Этим ажурным узором, как вы видите, у меня связан летний джемпер. Работу над этим проектом я закончила буквально недавно. В процессе создания данного свитера я записала для вас супер детальный мастер-класс, и постепенно все ролики, посвященные вязанию этого проекта, будут выходить у меня на канале, поэтому для вашего удобства я объединю их в плейлист. И если кроме ажурного узора вас также интересует принцип вязания свитера в технике спущенного плеча, то, пожалуйста, переходите в данный плейлист, не забывайте подписываться на канал, и в скором времени все части мастер-класса будут у меня на канале. Начнем мы с вами с самой первой части, а именно с вязания образца. И для этих целей я расскажу вам сегодня, как вязать ажурный узор. В принципе, данный ажурный узор довольно простой. Он состоит всего из 7 петель в ширину и 4 рядов в высоту. Сейчас я на экран добавлю схему данного узора. Вы сможете ее перерисовать или сделать скриншот, если вам так удобно. Также напоминаю, что для всех спонсоров моего канала вся информация в виде схем, а также расчетов будет доступна во вкладке сообщества и на площадке Boosty. Спасибо вам, друзья, за поддержку. Благодаря вам выходят мои мастер-классы, и я стараюсь сделать ваше вязание максимально комфортным. Итак, сейчас на экране появится схема, и дальше мы с вами перейдем непосредственно к вязанию. И еще один важный момент, о котором стоит сказать в самом начале работы, это то, что в данном мастер-классе мы с вами рассмотрим принцип вязания данного ажурного узора исключительно для поворотного вязания. Дело в том, что летние ажурные вещи требуют дополнительной стабильности, поэтому свитер мы с вами будем вязать со швами, и поэтому весь узор в рамках данного мастер-класса будет вязаться обратно поворотными рядами. Это важный момент. Итак, переходим непосредственно к узору. Для вашего удобства на экран я сейчас добавлю схему узора, а также текстовое описание. Возможно, кому-то из вас узор легче будет воспринимать именно в виде текста. Итак, рассмотрим внимательнее схему узора. Как вы видите, узор довольно простой. Он состоит из 7 петель по ширине и 4 рядов по высоте. Для вязания данного ажурного узора используются следующие обозначения: вязание лицевой петли, выполнение накида, провязывание 2 петель вместе лицевой с наклоном влево, провязывание 2 петель вместе лицевой с наклоном вправо и вязание изнаночных петель. В принципе, узор вяжется очень просто. Для того, чтобы приступить к вязанию данного узора, необходимо набрать на спице любым удобным для вас образом количество петель кратное 7. Также необходимо добавить 2 кромочные петли и 2 петли, которые в дальнейшем будут использованы для сшивания. То есть вы набираете количество петель кратное 7 плюс 4 петли. Итак, переходим к вязанию. Первая петля у нас кромочная. Я буду провязывать узелковый кромочный край, поэтому показываю, как это делается. Кромочную петлю в начале ряда я провязываю лицевой и хорошенько подтягиваю. В процессе такого вязания у меня образуется один узелок на 2 ряда. Дальше вторая петля у меня провязывается лицевой, но если вы хотите петлю для сшивания сделать изнаночной, то тогда не забудьте здесь провязать изнаночную петлю. Значит, эти 2 петли в начале ряда у нас не участвуют в формировании узора, то есть мы их провязали и как бы забыли о них. Дальше начинаем вязать узор. Первый ряд узора вяжется следующим образом: накид, 2 лицевые петли. Я вяжу петли бабушкиным образом, то есть не классическим. 2 лицевые петли. Дальше мы выполняем убавки. Первая убавка идет с наклоном влево. Петли на спице у меня расположены вот таким образом, и я провязываю их вместе лицевой за заднюю стенку. Вот таким образом подхватываю петли и провязываю лицевой. У меня получается убавка с наклоном влево. Дальше мне необходимо выполнить убавку с наклоном вправо. Петли на спице у меня стоят вот таким образом.
И мне необходимо, чтобы вот эта вторая петля у меня оказалась сверху. Для этого я меняю расположение стенок петли. Вот таким образом захожу в первую петлю, переснимаю ее с левой спицы на правую. Аналогичным образом я вхожу во вторую петлю, снова переснимаю ее с левой спицы на правую. И теперь я в таком вот положении возвращаю петли обратно на левую спицу. Видите, они у меня развернулись. Теперь я захожу сначала во вторую петлю, затем в первую, вот так, захватывая петли, задушки, которые находятся ближе ко мне. И провязываю 2 петли вместе лицевой. У меня получается убавка с наклоном вправо. Если вы посмотрите, первая убавка у меня смотрит в левую сторону, вторая убавка смотрит в правую сторону. Вот, то есть они смотрят как бы друг на друга. Так, убавки мы с вами провязали. Дальше накид, 1 лицевая петля. Вот, это и есть один раппорт нашего узора. Устанавливаю маркер и дальше повторяю. Я сейчас еще раз детально покажу принцип вязания первого ряда нашего узора. Накид, 2 лицевые петли, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Провязываю петли за заднюю стенку. 2 петли вместе с наклоном вправо. Для этого разворачиваю петли, возвращаю их на левую спицу и провязываю вот таким образом 2 петли вместе, образуя убавку с наклоном вправо. Дальше выполняю накид и 1 лицевая петля. Устанавливаю маркер. Дальше нам необходимо повторить данный раппорт до конца ряда. Итак, я довязала первый ряд практически до конца. На спице у меня осталось 9 петель. И сейчас я еще раз покажу вам, как вязать раппорт узора в первом ряду и каким образом мы заканчиваем вязание нашего ряда. Итак, повторяем. Накид, 2 лицевые петли, 2 петли вместе с наклоном влево, 2 петли вместе с наклоном вправо, накид, лицевая. Мы закончили формирование последнего раппорта узора. На спице у нас осталось 2 петли. Я провязываю предпоследнюю петлю лицевой. Напоминаю, что если вы формируете изнаночную дорожку для сшивания, то здесь не забудьте провязать изнаночную петлю. И кромочную петлю я провязываю лицевой. Вот таким образом в конце ряда. Дальше мы разворачиваем вязание на изнаночную сторону и приступаем к вязанию второго ряда нашего узора. Второй ряд вяжется очень просто. Кромочные петли мы провязываем лицевыми, все остальные петли вяжутся по рисунку. В моем случае это будут все петли изнаночные. Итак, показываю. Провязываем кромочную петлю, не забываем ее хорошенько подтянуть. Дальше у меня на спице идет изнаночная петля, но еще раз хочу заострить ваше внимание на том, что если вы вяжете дорожку из изнаночных петель, то у вас здесь должна быть лицевая петля. Я провязываю эту петлю изнаночной и дальше петли раппорта узора. Я провязываю их изнаночными. Накиды также провязываются изнаночными петлями. При вязании узора маркеры мы просто перемещаем по спице. Вот. Провязали, маркер пересняли. Дальше провязываем следующий раппорт узора, тоже все петли вяжем изнаночными. Вот. Таким образом вяжем до конца ряда. Итак, приступаем к вязанию третьего ряда. Первая петля кромочная. Начинаем вязание с кромочной петли, провязываем ее лицевой и плотно подтягиваем. Следующая петля, у меня петля для сшивания, провязывается лицевой. Эти петли в раппорт узора, напомню, не входят. Дальше вяжем узор. Значит, третий ряд вяжется следующим образом. 1 лицевая петля, накид, 2 петли вместе с наклоном влево,
2 петли вместе с наклоном вправо. Сейчас я покажу еще раз, как вязать раппорт узора немножко детальней. 2 лицевые петли, накид. Обращу ваше внимание, что этот накид может иногда убегать, поэтому следите за тем, чтобы он у вас оставался на спице. Итак, повторяем раппорт узора. Начинаем его с лицевой петли. Провязываем 1 лицевая, накид, 2 петли вместе с наклоном влево. Провязываем эти петли за заднюю стенку. Вот таким образом. Дальше 2 петли вместе с наклоном вправо. Для этого не забываем развернуть лицевые петли, возвращаем их на левую спицу и провязываем 2 петли вместе вот таким образом. Убавки должны смотреть по направлению друг к другу. 2 петли лицевыми просто провязываются. И в конце раппорта у нас провязывается накид. Таким образом вяжем 3-й ряд до конца. И давайте, друзья, уже по традиции я покажу, как провязывается раппорт узора в конце ряда. Ну, для того, чтобы у нас с вами не осталось белых пятен. Итак, лицевая петля, накид, 2 петли вместе с наклоном влево, 2 петли вместе с наклоном вправо, 2 лицевые петли, накид. Узор мы с вами провязали, на спицах осталось 2 петли, в узор они у нас не входят. Провязываем петлю для сшивания, как она у нас идет, либо лицевой, либо изнаночной на свой выбор. И последняя кромочная петля провязывается лицевой петлей. Провязываем ее плотненько и подтягиваем на спицы. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону и будем приступать к последнему 4-му ряду нашего узора. Как вы понимаете, здесь все повторяется со 2-м рядом, то есть все петли мы провязываем по узору. Кромочную петлю провязываем лицевой, петлю для сшивания провязываем по узору, в моем случае изнаночная петля. И дальше мы провязываем раппорт узора по рисунку. Здесь, друзья, важный момент. Вот если вы прям впервые вяжете ажурный узор, то я рекомендую вам прям просчитывать вот этот 4-й ряд и смотреть, чтобы у вас действительно было по 7 петель и вы нигде не упустили накид. Потому что именно 3-й ряд узора, он коварен тем, что вы можете потерять накид, вот этот последний, и у вас в раппорте окажется уже не 7 петель, а 6. И потом узор немножко собьется, но вы это заметите только в следующем лицевом ряду, поэтому, чтобы избежать перевязов, можете себя как бы контролировать тем, что вы просчитываете, сколько петель у вас в раппорте, и смотрите на то, чтобы количество петель каждый раз у вас составляло 7. Итак, и накиды, и петли мы провязываем по рисунку, в данном случае изнаночными. Вот. На месте накидов у вас должны формироваться дырочки. Маркеры перемещаем по спице и провязываем. В общем, как вы можете понять, узор вяжется максимально просто. Нужно только внимательно следить за тем, чтобы никакой из накидов у вас не убежал. И второй момент, следить за узором в рядах, так как вы могли заметить, что он немножко отличается. И в связи с этим я рекомендую вам вязать со счетчиком и смотреть, какой ряд вы сейчас вяжете. Вот. В общем, принцип, надеюсь, вязания узора вам понятен. Дальше на экране появится слайд для вашего удобства. Там узор будет расписан по рядам, текстом. И напомню, что вы можете сделать себе шпаргалочку и комфортно работать на необходимую длину, отвязывая данный узор. Итак, друзья, сегодня мы с вами рассмотрели принцип вязания ажурного узора. Как вы могли убедиться, узор выглядит очень эффектно, но при этом вяжется довольно просто. Одна небольшая рекомендация. Если вы новичок в вязании ажурных узоров, возможно, вяжете их впервые, я рекомендую вам использовать маркеры на протяжении всей своей работы. Это облегчит вам чтение схемы и, конечно же, убережет вас от перевязов.
Не забывайте подписываться на канал. В ближайшее время выйдут остальные части мастер-класса, посвященные вязанию данного летнего ажурного свитера. Мы с вами рассмотрим принцип выполнения расчетов для джемперов техники спущенного плеча, а также я вместе с вами попетельно провяжу все основные элементы данного свитера. Поэтому на сегодня я буду заканчивать, но я с вами не прощаюсь. Мы обязательно увидимся в следующих роликах и до новых встреч. Всем пока-пока.